Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Пока Дилан рассматривал фотографии Мирана в своей комнате и расстраивался после его дня рождения, приходит Бэрон и спрашивает: «Я думал, ты внизу, тебе скучно». Когда Дилан говорит, что мы не можем сказать «мне скучно», Баран говорит: «Ты очень хорошо подумал, эта вечеринка была очень хорошей», а когда Чинар очень счастлив, Дилан меняет свои слова на «ты дядя». Вместо того, чтобы сказать «он был очень доволен лошадью, которую вы мне подарили». Когда Дилан не может сдержать слезы, Бэрон спрашивает: «Посмотри на меня, ты плакал». Хотя Дилан говорит, что это потому, что он счастлив, Бэрон на это не поддается. Дилан говорит: «Если бы наш Миран был жив, мы бы так отпраздновали его день рождения и купили подарки и торты. Я не могу не думать об этом. Мы даже не видели, как наш сын задувал свечи на своем торте». Она оставляет его со словами: «Я собираюсь вымыть руки и лицо». Бэрон не выдерживает после ее речи, и хотя ему нравится фотография Мирана, он вспоминает, как впервые увидел ее на руках у Дилана в больнице, и плачет. Она помнит, как они были счастливы и что чувствовала она, когда впервые держала Мирана на руках, и продолжает ласкать его фотографию и плакать. Пока Баран ждал в своем кабинете с записями телефонных разговоров Нихата, Тарик подошел к нему и спросил, почему у него было так много разговоров с Нихатом в день, когда меня застрелили. Когда Тарик говорит, что когда вы выгнали его из особняка Корабейлер, у него ничего не осталось, поэтому я сказал ему держаться подальше, Баран говорит, что сказать это один раз было недостаточно, я думаю, вы говорили об этом много раз. Тарик выходит из комнаты, говоря: «Да, мы много раз говорили, чтобы держать его подальше, но Барана это не убеждает. Я позаботился о паспорте и телефоне Хаджера Хасана, но она сохранила его, чтобы он оставался у меня, пока ты не уйдешь отсюда». Хасан делает все возможное, чтобы найти паспорт и телефон, где их спрятал Хаджер. Дальше он продолжает никому не доверять сам по себе, но только потому, что мы одни, мы не уйдем отсюда одни. Это может быть Чинар. Тебя не так уж часто выпускают из этого особняка. Небольшая прогулка с дедушкой Хасаном тоже пойдет тебе на пользу, не так ли? Мне придется воспользоваться Чинаром. Берфин ждет сообщения от Акифа, а когда оно не приходит, пытается сама его урезонить, но не может придумать, что написать. В то же время Акиф пытается написать ей сообщение, но пытается понять, как его написать. Они просто одновременно пишут «спокойной ночи» и оба в восторге. Дилан ждет в постели прибытия Барана, а затем спрашивает, есть ли какие-либо изменения в отношении неопознанного врага. Баран говорит, что пока нет, я продолжаю расследование. Затем Дилан говорит ему, что мы сильнее и бесстрашнее, чем раньше, чтобы поддержать его и придать ему боевой дух. Независимо от того, с кем мы столкнемся, он не сможет победить нас. Потом они спят вместе. Дилан просыпается утром и спрашивает Барана: «Я давно не пользовался оружием. Пойдем сегодня воспользуемся пистолетом». Когда Бэрон говорит, что я не хочу, чтобы ты носил пистолет, Дилан говорит, что я не хочу носить пистолет, я хочу научиться им пользоваться, Бэрон убеждается, говоря, что мы можем работать вечером. Как только Берфин просыпается, Айхан и Акиф очень удивляются, увидев ее, и Пек очень рад и говорит: «Я сейчас приду, мне есть что вам сказать». Акиф и Пек торопливо умываются и собираются отправиться в Берфин. Когда госпожа Айхан говорит: «Понимаете, они не отец и дочь, они как будто одного возраста», говорит Берфин: «Как приятно». После прибытия Акифа и Ипека госпожа Айхан спрашивает Берфин, как поживает ее семья, и говорит: «Я бы хотела когда-нибудь встретиться. Мне очень любопытно, какова семья такой красивой девушки, как ты». Когда госпожа Айхан продолжает спрашивать Берфина, кто вы и откуда, Акиф пытается спасти ее, намеренно выливая ей на руку чай. Хасан одевается, кладет пистолет на пояс, говорит: «Пришло время, давай, Хасан», и выходит из комнаты. Он идет прямо в комнату Чинара. Когда он слышит разговор Дилана и Барана, говорящих, что Чинар уже проснулся и играет с их машиной, он быстро бежит в свою комнату. Представляя Ипека, госпожа Айхан сказала: «Благодаря старому Ипеку, она побеждает своих друзей, любя их».
Берфин говорит: на самом деле, я говорю, Ипек не похожа на девушку, которая бы сделала такое. Тем временем звонит дверь, и господин Кудрет приглашает его войти, но он не хочет входить. Поскольку господин Кудрет не хотел его обидеть, он увидел Акифа, когда он разувался, чтобы войти, и нам нужно было провести собрание, чтобы уговорить его выйти. В этот момент, когда Берфин возвращается к столу с чаем в руке, ей противостоит мистер Кудрет. Господин Кудрет не может понять, что происходит, и хочет уйти. Они просят разрешения вернуться позже и покинуть Акиф. Когда Ипек просит у отца молока, они немного подшучивают над ним. Пока Баран возвращается к работе, Дилан вместе с Чинаром начинает рисовать в своей комнате. Тем временем Хаджер Ханем и Джейда рассказывают о составленном ими плане, что очень скоро Баран попадет в тюрьму, Хасан сидит в могилу, и все будет оставлено им. Когда Джейда спрашивает, как это будет, госпожа Хаджер не хочет вдаваться в подробности. Баран также преследует Тарика и следует за ним. Он видит, как Тарик идет в компанию Нихата с чемоданом денег в руке, чтобы заставить Мирта замолчать. Когда он видит, что она идет в компанию Нихата, он следует за ней. Внутри, пока Мирт и Тарик смотрят на деньги, входит Баран и спрашивает, что здесь происходит. Тарик рассказывает ему о Хасане, как упоминает Нихат в записях. Когда Баран спрашивает, почему вы не сообщили мне, Тарик защищается, говоря: ты мне не доверял, что мне делать. Когда Баран просматривает содержимое флеш-памяти, он узнает, что Хасан был тем, кто убил Ферата и Гуля. В это время Тарик начинает реализовывать ловушку, которую он расставил для Барана, говоря, что купил ее у Мирта в обмен на деньги. В записях Хасан признается во всем своими словами, а Баран вспоминает, как они с Фератом расстроились, когда нашли тело Гуля. Когда он в гневе выходит оттуда и говорит Дилану, что Хасан убил Ферата, Дилан не может поверить в то, что он услышал. Тем временем, пока Хасан пытается проникнуть к ним с пистолетом и захватить Чинар, Баран слышит это и бежит в особняк. Но Дилан пытается успокоить Барана и говорит, что не сможет нам навредить. Когда Тарик возвращается в особняк и объясняет, что все идет хорошо, госпожа Хаджер говорит, что очень скоро вы станете главой холдинга Корабейлер. Тарику нравится эта речь, и его эго повышается. Когда он сообщает об этом Акифу и Гану Кудрету, направляясь в особняк, они немедленно идут в особняк. Таким образом, Берфин еще раз избегает раскрытия лжи, которую он сказал Гэжа Айхан. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.